Mush on. И вот теперь, когда я, возможно, вас немного заинтересовал, я в 2 словах хочу рассказать, как будет проходить этот и последующие обзоры. Сперва я попытаюсь продать вам игру, расскажу о всех ее плюсах, покажу самые притягательные кадры и умолчу о всех важных деталях, если они есть. Потому что я зануда, и если я начну занудствовать с самого начала, вы просто разбежитесь. Так что мы пойдем по такому пути. Я вам ее сперва продаю в меру своих способностей, потом я буду гундеть о всех проблемах и недостатках игры. Возможно, что-то посоветую. А под конец выскажу свое субъективное мнение, основываясь на общих впечатлениях от игры, благодаря которым вы сможете сделать более объективные выводы. Мы играем за главную героиню, которая вместе со своими 5 друзьями в собачьей упряжке хотят добраться до нового дома, пробираясь через дикую Аляску. На протяжении всего пути вы познакомитесь со всеми местными обитателями, которые будут для вас как удачей, так и сложным испытанием. А сменяющиеся на скорости пейзажи от дня к ночи будут радовать ваш взор. И каждое новое событие и принимаемое решение на пути сформирует ваше уникальное приключение, ни на что не похожее. Вам предстоит не только беспокоиться о своем отдыхе, питании и травмах, но и потребностях ваших питомцев, не забывая делать привалы, кормя и развлекая их, прежде чем вы отправитесь спать. И так на протяжении многих дней вашего путешествия. Но если у вас хватит храбрости, чтобы продолжить ваш путь в ночи, вы сможете в полной мере ощутить всю тишину ночной Аляски. А изредка нарушающие ночную тишину вопли местной живности вполне могут заставить вас отложить пару кирпичей. Но ваша стая вас в обиду так просто не даст. А различные следы других путешественников и оставленные припасы с инструментами помогут вам в охоте, рыбалке и добыче. Но самый лучший помощник в этом путешествии – это ваши питомцы, к которым стоит прислушиваться и иногда потакать их желаниям. Думаю, это приключение не оставит вас равнодушным. Если вам понравилось, что я озвучил ранее, и вас заинтересовала эта игра, идите и поиграйте в нее. При текущих скидках вы немного потеряете. А потом можете вернуться и досмотреть ворчание, что будет далее. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с этой игрой до окончания периода рефанда. А теперь время поворчать. И как вы понимаете, я вам ранее ни разу не соврал. Конечно, во многих моментах я старательно удерживал свое «но», о которых мы сейчас и поговорим. Первое, с чем я столкнулся, это абсолютное отторжение игрой моего присутствия в ней. Почему-то не было никакого курсора мышки в главном меню, в настройках слетели названия. Благо после перезапуска проблема с потерянными надписями пропала. В игре отсутствует какая-либо локализация, кроме английской. Но благо есть неофициальный перевод, но это не является плюсом для разработчиков нарративно-повествовательной игры. Но так как мышка все равно покинула чат, пришлось пробовать игру сугубо с контроллером, либо с клавы. По итогу управление мышкой нам пригодится, чтобы вертеть головой и управлять взаимодействиями в лагере, что оставляет вопрос открытым, кто ликвидировал курсор с главного меню. После этой небольшой битвы за управление мы начинаем наше путешествие в фургоне, вместе с нашим первым другом Чомпером, который также является ведущим в упряжке. По мере общения нашей главной героини, мы осматриваемся и выслушиваем односторонние диалоги с ее питомцем. И даже попытки продолжительно посмотреть на пёселя во время длинных диалогов прерываются автоматическим возвращением взора нашей буйной головы на дорогу. Что, как по мне, довольно странное решение, когда у нас нет никаких дополнительных взаимодействий на время повествования истории. И делая несколько остановок, мы подбираем еще 4 членов нашей команды. И тут есть, как по мне, еще один неприятный минус, который достаточно субъективен, но для меня важен. Мы выбираем псов, с которыми отправляемся в путешествие. И при знакомстве с ними мы можем отказаться от них и поехать искать других. И это как-то неприятно, потому что все эти собаки хорошие, и игра не дает никаких причин, чтобы от них отказываться. И как по мне, и не должна их давать. Как говорится, что выпало, с тем и работаем. Именно поэтому лучшим решением для этой ситуации было бы рандомизировать собак, с которыми мы отправляемся в путешествие, делая приключение более уникальным для каждого игрока и более личным. Но об этом чуть позже. После того, как мы снарядили нашу упряжку, взяли еды, рожек, патроны для ружья, мы отправляемся в наше маленькое приключение.
Проходя небольшое обучение, мы начинаем понимать, что игра у нас состоит из простых выборов. Все равно, что в игре Reigns. Это выбор направления движения в ключевых точках, либо влево, либо вправо. И принятие решения ввязываться в новое событие, возникающее у нас прямо перед носом с потенциальным ударом в этот нос. Или проехать дальше. Конечно, есть события, которые нас особо не спрашивают, будем мы в них участвовать или нет, но это детали. А также небольшой менеджмент ресурсов, как на эти события, так и на поддержание нашей команды в строю во время отдыха в лагере. Но главным минусом тутора можно считать невозможность где-то посмотреть этот тутор после того, как ты его прошел. Ибо изначально, если ты пробовал играть с контроллера, а потом пересел на клаву, ты не поймешь ключевых кнопок. Например, в стрельбе меня это сильно подвело, так что про кнопку задержки дыхания я полностью забыл до конца игры. Благо опыт игры долбания генераторов в ДБД мне в этом помог. По мере прохождения, принимая решения, мы начинаем понимать, что наши выборы влияют на потерю ресурсов, на их восполнение и на их конвертацию. Например, из патронов мясо. И количество мяса зависит сугубо от размера нашей мишени. На удивление визуальных багов я практически не наблюдал, что положительно сказывалось на погружении. Из того, что стоило сделать, это отключение интерфейса с ресурсами в неактивное время. Ибо под конец игры я ловил себя на мысли, что я смотрю только на эти ресурсы, что не очень правильно. Из неприятного это события, которые в любом случае отражаются на нас негативно, что бы мы ни сделали. В частности, мне не нравится, что одну из наших собачек постоянно калечит этот чертов буйвол. Я понимаю, что это можно воспринимать как дебаф, но если на него никак нельзя повлиять, это не очень приятно отзывается в момент, когда с ним сталкиваешься. Ибо какого хрена при любом раскладе страдает моя собанька, пусть страдает главная героиня. Ибо эта дура не умеет пользоваться винтовкой, отправляясь в опасное путешествие. Как вы заметили, из положительных моментов все эти события сопровождаются хорошими анимациями живности, на которые правда приятно смотреть. Из-за чего ввязываться в новые проблемы всегда интересно. Но из-за этого вы никак не сможете пройти эту игру. А поймете вы это, когда первый раз заканчиваете ваше приключение. И мы просыпаемся в фургоне, с которого мы начинали, и все, что было ранее, оказалось нашим сновидением. После чего нашей главной героине появляется чуть больше мозгов, и она решает взять побольше ресурсов, которых нам не хватило в нашей первой попытке, чтобы не пытаться ловить белок во время следующей попытки. И вот тут у нас складывается полноценная картина. Это roguelite. Все наши действия — это классическое древо из событий, по которому мы двигаемся. А все наши решения — это попытка сохранить ресурсы до конца маршрута. А наши проигрышные попытки обеспечивают наше продвижение дальше. И как бы в этом нет особой проблемы, если бы не баланс. У вас практически нет шансов пройти игру с первого раза. Вы должны подыхать из раза в раз, наращивая жировую подушку из новых предметов, упрощающих жизнь и дополнительных ресурсов, о которых главная героиня думает после неудачных попыток хоть с каким-нибудь прогрессом. Что является большим минусом с точки зрения приятного приключения. Мы выучиваем активности, что они приносят и как на нас влияют. Игра перестает удивлять и вовлекать в эту атмосферу, особенно если игрок неопытный, и это уже его 4-я, 6-я, может 10-я попытка. При этом контента и событий хватило бы на красивое и уютное приключение на один раз, которое бы оставило приятное ощущение того, что ты проделал весь этот путь, и твое приключение было особенным. И в этой игре еще осталось то, что ты мог не увидеть. И касаемо того, что вы можете не увидеть. Мы видим журнальчик событий, квестов и сюжетных цепочек собак. При этом игра дает очень расплывчатые намеки, как нам их выполнить. Выполнение этих задач – это дело случая и нужного выбора, который не всегда зависит от логики. Один дуэт совы и лося чего стоит. В игре есть статусные эффекты, которые могут на нас висеть от начала и до конца нашего путешествия. При этом я не заметил хоть какое-то влияние этих эффектов на главную героиню. Например, с травмой или холодом я болтался до самого конца игры. Видимо, единственное влияние — это конец игры при повторном наложении этого статуса. Что меня вполне могло ждать прямо перед концом приключения во время встречи с медведем. Но на удивление от него оказалось достаточно легко откупиться. И даже ни один гусь не пострадал. И что-то мне подсказывает, что этот медведь будет встречаться игрокам при любом прохождении, даже повторном. И вот, добравшись до нашего нового дома, начинаются титры. И этот чертов UI не отключается. Вот тут его быть вообще не должно. Считайте это хорошим тоном, влияющим на атмосферу. Так о чем это я? Слушая прекрасную музыку, мы можем ознакомиться с разработчиками. И видимо, эту игру затеяли муж с женой, где жена геймдиректор и писатель, а муж геймдизайнер. И вот после того, как титры закончились, мы попадаем в локацию к нашему домику, где тут попытались в реиграбельность.
Косметика для питомцев, другие собаки, дополнительные уникальные эмоции собакам и много другого бесполезного, на мой взгляд, мусора для подобной игры. Но очечки красивые и песики хорошие. А теперь я выскажу свое субъективное мнение. Я не очень люблю рогалики. Это связано с многими факторами, которые часто отражаются в подобной подаче. Но об этом мы поговорим либо в комментариях, либо в каком-нибудь другом видео, где от меня будет больше негатива. При условии хорошего погружения, приятного визуала, моего прохождения всего за 2 часа, шикарной музыки и в первую очередь, конечно же, милым песиком, это было для меня очень приятным, иногда грустным приключением. И все недостатки и детали, о которых я говорил ранее, хоть и оставили свой отпечаток на моем впечатлении, но не сильно испортили его по итогу. Игра мне понравилась, но я бы не стал ее перепроходить по одной простой причине. Это повествовательное приключение, все равно что интересная книга, чего и пытались добиться авторы. И как у любой книги есть определенный финал, так и у этой игры для меня был определенный финал. От прохождения в новой одежке с новыми собаками, пару новых событий, игра больше не сможет для меня также раскрыться и оставить те же впечатления. Единственное, считаю, разработчики выбрали неправильный способ повествования. Но он все равно работает. Хоть игра уже и не станет лучше и уже не поправит все проблемы, потому что игра уже давно не обновляется. За 90 рублей с 70% скидкой это шикарное предложение, которое я рекомендую к прохождению. И очень жаль, что эта игра не продалась большим тиражом, чего вполне заслуживает. Но надеюсь, после этого обзора еще несколько людей захотят в нее поиграть. И отдельная благодарность авторам за белый курсор в игре, где преобладает белый цвет. На этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр, запрыгивайте в упряжку, ставьте лапки и берегите своих питомцев. А что касается последующих роликов, дальше будет интереснее. Всех благ! Mashan!